Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. Я сегодня к вам вот с такими интересными, необычными узорчиками. В перспективе, конечно, это, возможно, коврики, подставки под горячие. Вот такие вот интересные. Я показывать вам буду сегодня и как провязать вот данную модельку, да, такой вот способ. И вот такую вот модельку. Они немножко отличаются. Я вам расскажу и покажу, чем они отличаются. Покажу вам шаг за шагом. Расскажу, с какого материала я их делала. Естественно, это все несложно. У вас все получится. Ну что, свяжем? Итак, какой у меня сегодня материал получается? Это ниточки Yarn Art Baby и Yarn Art Elite. Это все 100% акрил. Здесь получается в 100 граммах 300 метров ниточка потолще. А вот это получается ниточка Yarn Art Super Perle. Это тоже 100% акрил. Так. И получается здесь в 100 граммах 400 метров. То есть ниточка чуть потоньше. То есть в итоге посмотрим, что получается. Соответственно, крючок 3,5 и 3 миллиметра. Итак, давайте начнем вначале с ниточек тоненьких, да. Мы сейчас с вами должны будем сделать подложку для нашей будущей подставочки, для нашего коврика. Подложка, она будет представлена филейной сеточкой. Вот, как в качестве примера я уже связала, да, из толстых ниточек. Вот такую вот сеточку мы должны будем сделать, естественно, под ваш размер. Самое главное правило в этой сеточке, количество квадратиков должно быть нечетное. Я сделала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Понятно? Получается, раппорт одного квадратика равняется 3 петельки. То есть 3 петельки, 3 петельки, 3 петельки и еще одну последнюю наберем для того, чтобы выровнять, да, получается наш ряд. Это получается мы с вами наберем 3 × 9, 27 и плюс 1, 28 воздушных петелек. Но если квадратик будет 9 на 9. Если вы будете делать квадратик меньше или больше, естественно, считайте. Итак, все как всегда. Я буду делать точно такой же квадратик, просто у меня будут ниточки чуть-чуть потоньше. Итак, петелька фиксации, мы ее при наборе петелек не считаем. А теперь 28 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Это у нас будет наш как бы образец будущего нашего квадратика. Теперь делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Так. И получается у нас идут 2 петельки по узорчику для нашего окошечка. 1, 2. Теперь получается мы с вами пропускаем, считаем от крючка 9 воздушных петелек. 1, 2, аккуратненько. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И в 9 петельку накид. В 9 петельку ныряем. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Это наше будущее вот такое вот окошечко. Так, дальше будет, конечно, ровнее и красивее. Идем дальше. 2 воздушные петельки. Пропускаем в нашей цепочке 2 петельки. В третью делаем накид, ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. То есть вот у нас уже 2 окошечка. Идем далее. Опять 2 воздушные петельки. 1, 2. Пропускаем 2 петельки цепочки. 1, 2. И в третью провязываем столбик с накидом. Опять 2 воздушные петельки. 1, 2. Пропускаем 2 петельки цепочки. 1, 2. В третью провязываем столбик с накидом. Опять 2 воздушные петельки. Пропускаем в цепочке 2 петельки. 1, 2. В третью провязываем столбик с накидом. Видите? Вот такие вот у нас получаются квадратики. Давайте до конца ряда сделаем квадратики. Всего должно быть, если вы делаете как я, 9 таких вот квадратиков. Угу. Давайте встречаемся в конце ряда. Так, смотрите, вот мои 9 квадратиков. Все ровненько, аккуратненько. Что мы делаем дальше? Вот я последний столбик провязала. Да? Делаем, смотрите, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Это имитация столбика. Поворот, да?
А далее получается 2 воздушные петельки. Раз, два. Это мы делаем наше окошечко. И накид ныряем вот в этот столбик и провязываем столбик с накидом. То есть делаем квадратик. Понятно? То есть итого получается мы с вами набираем 5 воздушных петелек. С каждого ряда, получается, будем начинать 5 воздушных петелек делать. Далее опять 2 воздушные петельки. И мы ныряем в следующий столбик. Все, видите, несложно. То есть мы так будем делать каждое окошечко. 2 воздушные петельки, столбик с накидом. 2 воздушные петельки, столбик с накидом. 2 воздушные петельки, столбик с накидом. Сейчас вместе с вами провяжу этот ряд. 2 воздушные петельки, столбик с накидом. 2 воздушные петельки, столбик в столбик, да? 2 воздушные петельки, столбик с накидом. И в конце, получается, будьте внимательны. 2 воздушные петельки. Здесь у нас, помните, было много воздушных петелек, да? Вот, мы 2 петельки пропускаем и в третью петельку ныряем и провязываем наш столбик с накидом. Это и будет наше окошечко. Вот, смотрите. Мы уже, получается, провязали 2 ряда. Теперь вы поднимаетесь, 3 воздушные петельки и еще плюс 2 воздушные петельки, столбик с накидом, да, то есть 5 воздушных петелек, столбик с накидом. И опять провязываете 9 окошечек и так далее. В сумме вы должны будете провязать 9 рядов. Раз, два, дальше 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И у вас получится вот такой вот квадратик, да? Вот такой вот квадратик. Понятно? Вот. Давайте провяжем квадратик и встречаемся. Я покажу, что будем делать дальше. Угу. Давайте. Итак, смотрите, вот мои, получается, 9 рядов и 9, получается, полосочек, да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, вы можете делать и 11, да, и 13, и 15, и так далее, далее, самое главное, нечетное число, то есть я вам показываю образец, а вы можете взять либо маленький объемчик, да, либо уже переносить на тот объем, который вам необходим. Итак, все, я провязала 9 рядочков. Удаляю свою, отрезаю ниточку. Я потом к ней еще вернусь. Теперь смотрите. Все как всегда. То есть мы, получается, здесь ниточку нашу зафиксируем и запрячем. Прямо непосредственно в самих столбиках. Я надеюсь, это у вас трудности не составит. То есть вот сделали петельку. Еще раз ниточку зафиксировали, чтобы она у вас уже точно никуда не делась. И все. И потом можете спокойно вот так вот в столбиках, в любых петельках, запутать ниточку, запрятать ее, и все, что вам не нужно, можете отрезать. Все. На этом не останавливаемся, это несложно, правильно? Так, смотрите, все ненужное я отрезаю. Где лицевая сторона, где изнаночная, здесь, в принципе, не важно. Это у нас подложка. Мы сейчас на этой подложке будем делать всю красоту нашего будущего изделия. Итак, смотрите, для того, чтобы вам объяснить, как бы 2 способа, да. Первый способ я покажу вам, как провязывать из центра к периферии. Итак, возьмем для примера листочек, да. Вот получается, наши квадратики, это, например, квадратики клеточки в тетрадке, так. И наша с вами задача, вот мы, получается, провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, это наш квадратик. Я его делаю не сильно жирным, чтобы вас не запутать. Да? Вот наши клеточки, вот наши рядочки. Я сейчас просто буду жирно обводить, и я вам буду показывать непосредственно сам узорчик. Так что не тушуйтесь, что Оля там не видно. Да? Просто я покажу вам такую вот сеточку. Наша сеточка. Идем далее. Теперь мы должны будем найти центр этой сеточки. Да, в любом случае, раз у нас получается нечетное количество, то мы считаем 1, 2, 3, 4, 5. Вот, получается центр. 1, 2, 3, 4, 5. Да? То есть вот это получается центральная наша клеточка. Далее 1, 2, 3, 4, 5. Вот, получается наша центральная клеточка. Да? 1, 2, 3, 4, 5. Центральная клеточка. Теперь эти клеточки друг с дружкой соединяем. Вот. Находим центральную нашу клеточку. Угу. Теперь смотрите. Наша с вами задача, мы будем обвязывать эту клеточку со всех сторон. Каким образом? Вначале мы ее обвяжем сверху. Так? Потом мы уйдем наверх в стороночку. Вернемся опять. Потом вниз. Опять вернемся. И вот наша клеточка, мы около нее танцуем. Опять ушли в сторонку.
вниз, в сторонку, вернулись. Опять около нашей клеточки. В сторонку, да, вниз, в сторонку, вверх, в сторонку, опять вернулись к нашей клеточке. И вот таким вот образом. Понятно? То есть вот мы сейчас с вами начинаем, получается, вот, например, с этого угла. Вы можете начать с любого угла, какого хотите. Ну вот как ориентир, да? И вот мы начинаем. Раз, два, три, четыре, пять. 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 Угу. Все, давайте берем для контраста новую ниточку. Пусть в моем случае это будет желтенькая, чтобы было понятно, да? Такая вот желтенькая. Вы берете совсем какую хотите. У вас может быть одноцветная, да, ваше изделие будущее, может быть разноцветное, как хотите. Итак, находим. Раз, два, три, четыре, пять. Центр. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Центр. И вот это вот квадратик. Раз, два, три, четыре. Мы будем танцевать около него. Конкретно, что мы делаем? Вот, беремся за верхнюю арочку. Так, перед этим, получается, ниточку желтенькую я зафиксирую. Так, таким вот образом, как мы все время делаем, чтобы ниточка никуда не делась. И смотрите, получается, я вот так вот провязываю вот эту петельку и фиксирую на своей арочке. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. Шагаю вот в эту арочку и провязываю еще 3 столбика с накидом. Раз. Сюда же. То есть ориентир вот у меня 2. Сюда же 3. Я параллельно провязываю здесь и ниточку кончик наш получается. Вот. Вот, смотрим. Вот наш квадратик. Мы договорились, что мы вначале от квадратика уходим вверх, в бок, вниз, возвращаемся. Да? То есть мы танцуем около верхнего левого квадратика. Угу. Вальс, наверное, да? Итак, смотрите. Получается, вот наш квадратик, и мы беремся за правую стеночку квадратика. Поудобнее поворачиваемся и провязываем за правую стеночку точно такие же 4 столбика с накидом. Понятно? Итак, раз, сюда же 2, сюда же 3, сюда же 4. Есть? Есть. Далее идем вверх по этому квадратику. Поняли, да? Вниз и возвращаемся. Вот вокруг этого квадратика танцуем. Итак, вверх, за верхнюю арочку хватаемся. И провязываем точно так же 4 столбика с накидом. Раз, два, 3, 4. Есть. Видите? Теперь боковая сторона квадратика, да, и нижняя сторона потом будет. Итак, боковая поворачиваем как нам, чтобы было поудобнее. И танцуем, да? Раз, два, 3, 4. Есть. И вот наш, получается, квадратик. Мы провязали уже его справа, сверху, слева. Теперь снизу. Угу. Поэтому переворачиваем, как нам было, чтобы удобнее, нашу сеточку. И возвращаемся, получается, да, вот откуда мы начали. И провязываем точно так же 4 столбика с накидом. Беремся за арочку, за стеночку. Раз, два, 3, 4. Вот. Если внимательно посмотрите, вот наш центральный квадратик, да, и вот левый верхний квадратик, мы около него провязали полностью все 4 стеночки. Теперь, вот, 4 стеночки провязали. Это наш самый центральный квадратик, да. Теперь мы проходим, получается, провязываем здесь, потом танцуем точно так же около этого квадратика. Понятно? Ну-ка, давайте вместе. Итак, вот, поворачиваем себе нам, чтобы было удобнее. Квадратик, арочку. И провязываем 4 столбика с накидом. Раз, два, 3, 4. Угу. Вот. Получается. Видите? Если так вот вам развернуть. Когда вы будете вязать, вы будете четко контролировать, с какой стороны квадратика вы находитесь. Вот. Раз, два, 3, 4. Провязываем. Так.
Раз, два, три, четыре. Вот, дальше я делаю поворот, как мне удобнее. Вот моя следующая стеночка. Раз, два, три, четыре. Смотрите. Вот, опять кружусь, да, по квадратику. Следующая стеночка. Раз, два. Это уже третья стеночка. Три. Так, держись. Три. Четыре. Вот, и у меня остается последняя стеночка. Последняя стеночка. Берусь поудобнее для себя. И квадратик мой замыкается. Четвертую стеночку. Раз. Два. Три. Четыре. Вот, если я вернусь обратно к исходнику, как у меня лежал мой квадратик, видите? То есть получается, вот, я провязала верхний полностью квадратик, верхний левый, да? Я провязала полностью верхний, нижний левый квадратик, видите? То есть вот я около своего центрального квадратика так продолжаю танцевать. Теперь я нижнюю, получается, стеночку центрального квадратика провяжу и буду опять танцевать. Раз, два, три, четыре. Потом боковую последнюю стеночку провяжу и опять протанцую. Раз, два, три, четыре. Понятно? Все. И возвращаюсь сюда. Давайте самостоятельно провяжите. Так у вас получится. Нарисуйте себе схемку в тетрадке. И вот здесь вот вместе присоединения я вас встречаю. Договорились? Все. Посмотрим, что получается у вас, что получается у меня. Получится очень красиво. Итак, смотрите. Вот мы с вами вместе провязали левые квадратики. Верхний, нижний. Так. Теперь я самостоятельно провязала правый нижний, правый верхний, видите? Вот. Раз, два, три и четыре. И возвращаюсь непосредственно к своему самому первому столбику. Смотрите, как я присоединяюсь. Чтобы у меня сверху ниточки не торчали, покажу сейчас. Итак, вот к третьей петельке подъема я присоединяюсь. Так. И провязываю соединительной петелькой. А потом, смотрите, я делаю вот так вот. Раз, два, две воздушные петельки. И возвращаюсь как бы сзади, да, за столбиками, но именно вот к самому, получается, началу, вот фиолетовая ниточка, да, я присоединяюсь к ней, сейчас так аккуратненько возьмусь, поудобнее, и тоже соединительная петелька. И у меня получается, мой хвостик будет снизу, поняли, да? Вот я подтягиваю его, отрезаю, убираю ниточку свою желтенькую, она мне уже не пригодится. И здесь я могу, видите, получается, в основании. То есть ее не будет видно вообще. И тут я уже могу, получается, запутать где? Запрятать. Вот именно в основаниях этих столбиков. Все. Вот. Несложно, несложно. Зато все запрятано. И ненужный кончик мы потом можем просто-напросто тоже отрезать. Все. На этом я больше останавливаться не буду. То есть вы знаете. Поняли, да? Вот. Опять возвращаемся к нашему исходному положению нашего квадратика. Вот такой вот цветочек у нас получается. То есть мы в нашей схемке можем уже данные, получается, вот. Мы начали отсюда. Раз. Так, я поближе сделаю, да, чтобы вам было видно. Так. Вот. Слева направо, вверх. Так. Влево, вниз, вправо, вниз, влево, вниз. Потанцевали, потанцевали. Вот наш вот такой вот получился цветочек. Понятно? Приступаем далее к следующему цвету. Итак, ну что, идем дальше. Я хочу для контраста показать вам, да, вот такой вот ниточкой яркой продолжение. Смотрите, вы можете пропустить аж целый ряд, да, и начинать, получается, вот непосредственно с этого столбика и повторять точно так же. Вверх, вбок, вниз и так далее. Но я хочу, чтобы у нас было плотное вязание, и поэтому я начну сразу же с следующего ряда вот здесь вот. Угу. Вот мое место соединения, как бы, да. Вот я начну, получается, справа налево, вверх, влево, вниз. Смотрите внимательно. Далее опять я иду влево, так. Потом я иду вниз, вправо, вниз. То есть я шагаю, опять же, по квадратикам. Вот таким вот образом. И у меня получается вокруг моего желтого квадратика будет вот такой вот оранжевый, ну не квадратик, а цветочка, да, вот такой вот еще один цветочек.
очень будет интересно. Вот таким вот образом. Понятно? Все, и возвращаюсь сюда. Угу. Все, давайте приступаем. Точно такими же, получается, шажочками. Точно так же мы идем по 4 столбика в каждую, получается, стеночку. Итак, вернусь немножко назад, как у нас было. Вот, видите? Вот, мы начинаем с этой, получается, стеночки. Вы, конечно, можете начинать, опять же, с любой, с какой захотите, да. Я вам показываю просто как ориентир. Итак, опять мы зафиксировали вот так вот петельку. Ныряем вот в эту арочку и вытягиваем нашу ниточку и сразу же ее провязываем через петельку. Так, иди сюда. Оп, и провязали. Есть 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И беру с собой кончик ниточки опять, да, буду опять его ввязывать. Итак, сюда же провязываем еще 3 столбика с накидом. Раз, чтобы получилось итого 4. 2, 3. Далее. Вот. Перебираюсь к следующему квадратику, да, и получается, если у меня здесь был горизонтальный, то следующий будет вертикальный. Вот, я берусь за следующий квадратик и буду провязывать за вертикальную стенку точно так же 4 столбика с накидом. Вот. Раз, два, три, 4. Вертикальный, получается, провязали. Так, вот наша сеточка. Далее идет горизонтальный. Потом вертикальный будет вниз. Угу. Итак, горизонтальный. Раз, два, три, 4. Вертикальный вот этот вот вниз. Поворачиваем. И опять. Раз, два, 3, 4. Вот, получается наш квадратик. Смотрите, вот мы провязали, получается, горизонтально влево, вертикально, горизонтально влево, вертикально вниз. Вот наш следующий квадратик идет. Видите? Влево, вниз, так, вправо, вниз, влево, вниз и так далее. Видите? То есть квадратик ни один мы не оставляем как бы без внимания. Если мы сделали один вертикальную стеночку, на следующая будет горизонтальная. Если сделали горизонтальную, следующая будет вертикальная. Понятно? Если сделали вертикальную, следующая горизонтальная. Если сделали горизонтальную, следующая вертикальная. И вот так вот шагаем зигзагом, змейкой. Понятно? Полностью вокруг всего нашего вот этого желтого цветочка. Понятно? Все, давайте самостоятельно. Я больше чем уверена, что у вас все получится. Давайте встречаемся, получается, в конце вот этого оранжевого ряда. Итак, ну как вам? Цветочек мы наш вокруг прогуляли, да? Получается вот такой вот оранжевый. Итак, берем схемку опять нашу и отмечаем, что мы с вами сделали. Вот, у нас получается то, что мы по плану сделали, должны были сделать, мы отметили ручкой, а теперь будем фломастером, да? Вот мы отсюда начали. Влево, вверх, влево, вниз, горизонтально, вертикально, горизонтально, вертикально. То есть вообще не сложно. На самом деле, когда вы начнете это вязать, вы увидите, что у вас руки сами тянутся, как нужно правильно связать. Угу. Угу. Дальше давайте возьмем, например, ну, допустим, фиолетовый цвет. Так, вот, например, этой ниточкой, да, я хочу сделать, ну, как цветочек, да, желтый, оранжевый, фиолетовый, и закончить потом зелененькими, как листочками. Ну, вот такая фантазия у мастера. Итак, смотрите, как ориентир беремся опять за центральный вот этот вот горизонтальный нашу арочку, да, то есть мы опять справа налево идем, дальше опять вверх, горизонтально, то есть вертикально, опять горизонтально. Здесь будьте внимательны, здесь мы, получается, будем не вниз идти, а мы сделаем еще один вот такой вот квадратик, то есть мы сделаем еще один как бы цветочек. Все, и дальше опять точно так же, горизонтально, вертикально, горизонтально, вертикально, горизонтально, вертикально. Дошли до угла. Смотрите, делаем цветочек. Угу. То здесь вот не запутайтесь. И опять горизонтально, вертикально, горизонтально, вертикально, горизонтально, вертикально. И вот так вот дошли до уголочка. Опять цветочек, да, то есть вот так вот уголочек еще один сделали. И опять пошли, 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 пошли. В уголочке дополнительный квадратик сделали. И опять возвращаемся, возвращаемся. Угу. Угу. Все, не забудьте, у нас здесь будут дополнительные. То есть после того, как вы сделали вот так вот горизонтально, не опуститесь вниз и не уйдите. Угу.
То есть вы должны будете после горизонтального сделать вот здесь вот дополнительный квадратик в каждом углу. Понятно? Все, давайте. Опять приступаем как ориентир. Ну, я возьму такую же, получается, да, ниточку. Надеюсь, вы не запутаетесь. Вот, ориентир получается у нас, вот, мы начали желтенький с горизонтального, да, арочки. Горизонтальная, горизонтальная. Ничего не пропускаем. Следующую опять берем горизонтальную. Опять зафиксируем. То есть все как всегда, чтобы ниточка у нас никуда не делась. И вот мы ныряем, получается, в нашу эту арочку. Вытягиваем ниточку. И тут же ее сразу же, получается, протягиваем через петельку. Все. Как бы мы зафиксировали нашу ниточку. Так вот плотненько. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. И сюда же ныряем и провязываем еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Все, горизонтальную арочку провязали, следующая вертикальная. Вы уже помните, да? Ориентируйтесь. Вертикальная повернулись, как нам удобно, и провязываем. 1, 2, 3, 4. Все так же по 4 столбика. Вертикальную провязали, и следующая у нас будет горизонтальная. Оно само будет поворачиваться, то есть вы даже не заметите, как оно будет автоматически, настолько будет удобно и комфортно вязать. 1, 2, 3, 4. Далее у нас будет вертикальная, да, вот эта вот наша арочка. Поворачиваемся к ней, провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. После вертикальной, помните, да, у нас идет горизонтальная. Все делаем горизонтально и будьте внимательны здесь. 1, 2, 3, 4. Смотрите внимательно, сейчас покажу вам. Вот о чем я говорила. Вот мы провязываем горизонтально, вертикально, горизонтально, спустились вниз, вертикально, горизонтально, и не спускайтесь вниз. Вы должны будете вот следующий квадратик, вот он, вот этот квадратик полностью провязать. То есть вы должны будете подняться наверх, в бок, вниз, в бок, и только потом опуститься. Поняли? Все, то есть мы сейчас, получается, после горизонтальной идем вертикально не вниз, а вертикально наверх. Я надеюсь, этот момент запомнили, нарисовали себе, да, тетрадочки и не забыли. Все, гуляем вокруг вот этого квадратика, то есть вначале вертикально вверх. 1, 2, 3, 4, а потом горизонтально влево ушли. Повернули вязание, и вот наш квадратик. 1, 2, 3, 4. Все, горизонтально провязали, теперь вертикально вниз. Поворачиваемся, чтобы нам было удобнее. 1, 2, 3, 4. И замыкаем наш квадратик. Вот, горизонтально. По кругу как бы прошлись, да? 1, 2, 3, 4. Сейчас покажу вам, что у нас в итоге получилось. Вот наше начало. Шли, 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 шли змейкой. Квадратик обошли. Угу. Вот, вернулись к нашему, получается, квадратику. И теперь шагаем точно так же змейкой. Вниз, в бок, вниз, в бок, вниз, в бок, вниз, в бок, вниз. И тут, смотрите, в бок вот сюда. Опять сделали квадратик. И потом опять пошли змеечка. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Понятно? Все, давайте. Я надеюсь, у вас получится. Смотрите схемку, да, рисуйте. Конечно, получится. Квадратик по углу, квадратик по углу, квадратик по углу, квадратик по углу. Встречаемся вот здесь вот, где ниточка торчит. У вас получится. Так, смотрите, вот я провязала. У меня получается по углам квадратики. Видите? Все четко, все ровненько. Честно скажу, ни разу не ошиблась. Потому что настолько все удобно и вот так вот комфортно вяжется, что это может быть показаться, что это сложно. Вот такая вот красота. Давайте зарисуем нашу красоту, что у нас в итоге получилось. Итак, берем фломастер. Опять смотрите, я начала, получается, с центральной вот этой горизонтальной арочки, да, и пошла вверх, вниз, вверх, вниз. Вот он угол, я его сделала. Опять
сменяю как змейка горизонтально на вертикально, дошла до угла, опять сделала угол. И опять вот так вот иду, иду, иду змейкой, змейкой, дошла до угла, сделала угол. И опять змейка, 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 змейка до угла, угол. И вот так вот. Все. Красота. Красота. Вот. Все как по рисунку. И у нас получается, остается, да, последний, так скажем, наши квадратики. Ну, в моем случае, да, они могут, конечно, до бесконечности расти, расти, расти. Я, например, последний захочу сделать, ну, допустим, зелененьким. Пусть будет такой вот цветочек. Так, и мы опять смотрим на нашу схему. Опять начинаем от центра, да, чтобы не запутаться. Вот, когда вы поймете принцип, да, уже узорчика, вы можете начинать с любой точки. Но вот мы сегодня с вами начнем опять от центра, получается, справа налево, опять вверх, в бок, вверх, в бок, вверх, в бок. И вот здесь у нас уголочек останется свободный. То есть мы повторим как бы оранжевый, да, слой, повторим уголочек свободный. И так далее, и так далее, и так далее. Шагаем, 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 шагаем. И опять у нас уголочек здесь будет свободный, да, вот эти свободные уголочки у нас будут. Все, то есть здесь вообще не сложно. То есть змейка, змейка. Не нужно контролировать, где у вас угол и так далее. Понятно? Ой, ушла куда-то, да? Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. И так далее, и так далее. Вот мы вяжем. Угу. Все. И полностью до конца нашего ряда. Встречаемся и смотрим, что получается. Я, конечно, на данном этапе остановлюсь, да, а вы можете продолжать дальше до того уровня, который вам нужен. Все, давайте подключаем зеленую ниточку. Так, опять мы вначале делаем петельку фиксации, да, чтобы наша ниточка никуда не убежала. Вот центральная наша арочка желтая, оранжевая, фиолетовая, так. И вот получается наша, вот она, видите, вот она арочка. Мы за нее беремся. Вытягиваем ниточку и ее же, получается, протягиваем через петельку на крючке. Все, у меня так плотненько, чтобы у меня все так было зафиксировано. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. И опять я в арочку эту ныряю и провязываю 3 столбика с накидом, потому что 4-й столбик это у меня 3 петельки подъема были. Есть. Далее. Только мы провязали горизонтальную, дальше идет у нас вертикальная, да? Все, поворачиваем и делаем вертикально. Понятно? Не сложно? Не сложно. То есть в самом начале вы определились с центром и как бы запустили эту машину, да? Внимательно провязали первый цветочек, а все остальное у вас идет уже как по маслу. Раз, два, три, 4. Все. Если вы дальше будете после зеленого дальше вязать, да, то вы будете повторять уже фиолетовый. То есть опять будет уголок. Понятно? Потом будете опять повторять оранжевый. Потом опять фиолетовый, оранжевый, фиолетовый. То есть нет уголка, есть уголок. Нет уголка, есть уголок. Понятно? Все. Вот после горизонтального вертикальный, горизонтальный, вертикальный и так далее. Угу. Все, несложно. Давайте полностью по кругу пройдетесь, по квадратику по кругу. И я вас здесь встречаю. Так, смотрите, вот я провязала, получается, зелень такую, да, по периферии. Вот, красота. У нас уголочки, получается, остаются свободными. Мы их не провязывали, так. Если у вас, конечно, будет больше рядов, а сколько рядов вы должны будете узнать заранее, да, то вот, получается, вы либо потом будете просто довязывать, да, свои вот эти вот квадратики, либо изначально заранее просчитаете. Вот, давайте посмотрим изнаночку. Смотрите, какая ровная. Все четко, аккуратно, никаких ниточек. Вот наша лицевая сторона. И, естественно, в нашей схемке мы зарисуем все, что мы прорисовали с вами, провязали зелененьким цветом. Вот, да, мы с вами опять начали от центра. И вот мы шли так вот раз, 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 раз. У нас тут только была одна змейка без углов. Помните, да? Вот она, одна змейка шла, 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 шла. И вот наш, получается, будущий ли коврик, или, возможно, подставка под горячее. Да, как вы запланируете, что это у вас будет такое в декоре, в домашнем. Вот, несложно, совсем не сложно. То есть, получается, мы с вами зелененькими ниточками повторили оранжевый ряд, да? А следующий ряд будет повторять голубыми ниточками, да? То есть, вот, следующий ряд будет вместе с углом. Понятно? Все. И вот так вот ряд через ряд вы шагаете на то, как бы на тот объем, на тот размер, который вы запланировали. Вот, это получается вариант, когда мы с вами вязали от центра к периферии в каждом ряду. Теперь я вам покажу наоборот, от периферии к центру через ряд. Угу. Давайте.
Итак, я беру свою другую сеточку, которую я уже провязала, да, ниточками потолще, поэтому крючок беру тоже потолще. И для контраста я беру цветную ниточку. Так, начинаем мы с вами с периферии, самого крайнего, так скажем, первого угла. Мы здесь будем с вами провязывать, если получается, у нас должно быть на вертикальной стороне 3 столбика, кстати, не 4, а будем провязывать 3, потому что ниточка потолще. И получается и горизонтальный, да, получается у нас арочка 3 столбика. Значит, итого в углу у нас будет 6 столбиков с накидом. Так, фиксируем петельку. Точно так же опять ныряем, вытягиваем ниточку и сразу же ее провязываем через петельку на крючке. Все. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Это первый столбик. Далее сюда же мы провязываем второй столбик. Сюда же провязываем третий столбик. Так, и получается еще 3 столбика сюда. 1, 2, 3. То есть это мы уголочек наш сделали. А далее, видите, да, то есть получается, вот наша получается вертикальная, да, арочка, вот горизонтальная арочка. Дальше пойдет вертикальная, горизонтальная, вертикальная, горизонтальная. Вот таким вот образом, понятно? То есть мы провязываем все точно так же, только с периферии. И не забываем, что когда дойдем до уголочка, мы будем провязывать уголочек тоже как 6 столбиков с накидом. А здесь провязываем каждую арочку по 3 столбика с накидом. Ну, ниточка потолще, крючок потолще. Нам, в принципе, этого будет достаточно. Вы, конечно, можете провязывать и 4, и 5, сколько вам будет, как бы угодно, да. Все. И вот так вот идем змейкой полностью по всему периметру, без каких-либо особенностей. И провязываем полностью весь периметр вот такой вот светлой ниточкой. Сейчас еще одну арочку провяжу и покажу. Вот. Так, держись. Вот, смотрите. Видите, у нас так вот будет шагать полностью по всему периметру. Вот такая вот змейка, 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 змейка. Угол 6 столбиков. Опять змейка, 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 змейка. Угол 6 столбиков. И опять змейка, змейка, угол 6 столбиков. Змейка, змейка, змейка. Здесь я вас встречаю. Договорились? Давайте. Несложно. Вы уже поняли принцип, как вязать змейку. Так, смотрите. Вот наша периферия, да, получается, по периметру вот это все готово. Вот наши квадратики, квадратики, квадратики и квадратики по углам, да. Вот. А, естественно, что по сторонам получается змейки. Как это можно представить в схемке? Смотрите, вот здесь отметила, мы с вами делали в каждом ряду по 4 столбика с накидом, да. А тут, получается, будем делать через ряд по 3 столбика с накидом. И вот мы с вами, получается, вот здесь вот в углу начали. И поднялись вверх, в бок, вниз, квадратик сделали, да, потом пошла змейка, 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 дошли до угла, опять квадратик сделали, опять змейка, змейка, квадратик, змейка, змейка, квадратик и так далее. Далее, по идее, мы делали как, да, в каждом ряду дальше, теперь будем через ряд, то есть смотрите, мы, получается, вот этот уголок пропускаем, да, вот наш следующий уголок как ориентир идет. Точно так же мы можем начинать, ну, с любой стороны как бы нашего уголка, да, можно вот здесь вот начинать. И вот так же опять провязываем уголок, так, а потом пошла змейка, дошли до уголка, опять пошла змейка, вот опять дошли до уголка, опять пошла змейка, очередной уголок и вот так вот змейка. Понятно? Я возьму такую же светлую ниточку для контраста, да, с темно-коричневой. Вы берите, естественно, любую, какую вы хотите. Угу. Давайте. Итак, берем опять нашу ниточку, опять фиксируем. Все как всегда, ничего сложного. И вот, видите, наш уголочек, вот этот вот, пропускаем. Вот, берем следующий уголочек. Понятно? И точно так же вы можете начинать с любой стороны, потому что мы должны провязать весь уголок, правильно? Вот, ну, например, я вот возьму сверху. Вот таким вот образом. Берусь, получается, сверху и буду провязывать вначале верхнюю арочку, а потом вертикально вниз. Все, ничего сложного. 1, 2, 3 воздушные петельки. И раз у нас 3 столбика, да, мы провязываем, то здесь будет всего лишь 2 столбика. 1 и 2. Все, потом поворот. И точно так же идете, смотрите на схемку. Да, она вам в помощь, чтобы вы не запутались. Но вы уже провязали как бы первый, да, квадратик, вы уже не запутаетесь.
Раз, два, три. Потом опять шагаем. Здесь же поворачиваем по горизонтальной арочке. Опять раз, два, три. А вот теперь все, уходим в змейку, да? Вот, поворачиваемся и уходим в змейку. Вам нужно обязательно самостоятельно самим провязать. Вы увидите, что у вас руки будут сами поворачивать ваши змейки, ваши квадратики. То есть здесь ничего такого там считать и так далее, ничего такого не надо. Просто поворачивайте, поворачивайте. Все, понятно? И вот таким вот образом вы опять идете полностью по квадратику. Видите, вот наш уголочек. Вот пошла змейка. Здесь опять будет уголочек. Опять пойдет змейка и так далее. Угу. Вот, видите? И она получается через ряд. Давайте провяжем вот такой средний квадратик. И посмотрим, как получается красиво. Встречаемся, получается, когда пройдем весь квадратик. Итак, смотрите. Видите, какой квадратик у нас получился интересный, да? Опять же мы задействовали уголочки. Видите? А тут у нас змеечка такая. Итак, на схемке отмечаем, да? Вырисовываем, прорисовываем. Получается, мы сейчас с вами провязали вот второй ряд. Вот наши уголочки. Змейка. Опять уголочек. Опять змейка, уголочек. Вот так вот схематичненько у нас получилось, да? И что у нас остается? Мы опять пропускаем один ряд, и у нас остается только в центре вот такой вот квадратик. Угу. Справимся? Конечно, справимся. Итак, точно так же опять берем нашу ниточку. Мы ее фиксируем. Так. Все как всегда. И смотрите, вот наш ориентир, центр квадратик, видите? И мы должны будем провязать 3 столбика, 3, 3, 3. Договорились? Так, опять ныряем в верхнюю арочку, присоединяем ниточку, 3 воздушные петельки, и сюда мы провязываем всего лишь только 2 столбика с накидом. Раз и 2. Сразу же поворот, да? Квадратик у нас малюсенький. Опять 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. Тут же сразу поворот. Следующая сторона квадратика. Опять провязываем 3 столбика. Раз, сюда же 2, сюда же 3. Кому удобнее вязать от центра, да, вяжите от центра. То есть как бы схемку вы поняли, да, узорчик поняли. Вот, а кому удобно начинать с края и идти к центру, конечно, делайте как вам удобнее. Раз, 2, 3. Все, сейчас я присоединю ниточку, да, как мы с вами присоединяли, и покажу, что в итоге получилось. Так, смотрите, вот я аккуратненько присоединила. Вот такая у нас получается красота. Смотрим изнаночку. Смотрите, идеальная изнаночка, да? Хоть клади лицевой стороной, что называется. Вот. Вот такая вот получается красота. Смотрите, выбирайте, берите любой материал, какой вам, скажем, нравится. Берите любую схемку, хоть эту схемку, в зависимости от ниточек. Естественно, творите. Возможно, это у вас будет подставочка под горячее, да? Потому что она такая, гляньте, и такая и пышненькая, высокая, да? И плюс ко всему она, естественно, может такую выполнять функцию. Если она будет чуть побольше, то это может быть, естественно, конечно, коврик. Обязательно, не без этого. Это может быть сидушка, это может быть чехольчик, накидушка и тому подобное, смотря какой материал у вас будет. Ниточки потоньше, возможно, это будет хлопочек, да? Либо это будет полиэфирный шнур. Кстати, по поводу полиэфирного шнура, заходите ко мне в Инстаграм, я обязательно покажу. Там у меня есть фотографии, большое количество фотографий ковров из полиэфирного шнура. Кто не видел, обязательно заглядывайте. Здесь я поставлю одну фотографию, да? Вот. Но много, конечно, в Инстаграме. Вот такая вот красота. Надеюсь, вам видео понравилось сегодня. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, кто еще этого не сделал. Жду от вас также комментариев. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать новинки, которые появятся на канале. А также под видео справа внизу находится стрелочка «Поделиться». Делитесь с друзьями, с подружками и нажимайте на плюсик, так вы будете сохранять мое видео и смотреть в удобное для вас время. Договорились? Ну что, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.